Всем привет! Доброе утро! У нас сейчас утро. Здесь, оказывается, в связи с коронавирусом. Доброе утро! У нас здесь, в связи с коронавирусом, здесь завтраки нужно идти самому забирать и приносить в номер. Здесь нету таких завтраков, как типа шведский стол, идти и есть. Хотя на сайте было написано, что вроде как шведский стол. Ну, пока так, очень много непонятного, чуть-чуть неудобного, нам это непривычно. Вот такой завтрак. Сок, орешки, кексы и кофе можно сделать. И все. Пока так. Приятного аппетита. Всем привет! Мы вышли из нашего номера, идем в сторону центра. Покажем вам атмосферку. Прохладно, даже холодно, я бы сказала, ветер холодный. Так тихо, людей. Так, надену маску, так даже теплее. Смотрите, какие высокие здания, это все правда. Все как в кино. Когда-то смотрели. Красивенько так, все украшено. Стоять. Видите, как у них на светофорах? Ручка. Стойте, человечек, идите. Так просто как-то прям вообще людей нет. Что, будем нарушать? Боже мой, как некрасиво. Слушайте, людей так мало. Почти нет. Ну сейчас сколько? 8 часов утра, да? А, сегодня, во-первых, воскресенье. Во-вторых, часов 8 утра. Сейчас я гляну, сколько времени. Ай, не могу достать. 8-9 часов утра сейчас. Кто-то так музыку в машине слушает, что мне сейчас придется накладывать на видео свою музыку. Мы уже идем и смотрим, что это 5-я авеню, и мы не помним, на 5-м сворачивать авеню или на 7-м. Но смотрим, что здесь уже как-то поярче. Смотри, как собор какой прям стоит. И здесь начались какие-то и магазинчики. Что все-таки здесь сворачивание на 7-м? Нет, ну долго. Чтобы не заблудились. Вот. Здесь как-то уже веселее типа стало. Очень много американских флагов. Может, какое-то государственное учреждение. С собачками гуляют. Так красиво вот это зеленое сделали, да? Оно, наверное, еще вечером светится на здании. Да, магазинов уже брендовых появилась. С той стороны была Sephora, H&M. Здесь Puma. Ой, красиво как. Я низ не видела, я вам про верх говорила. Смотрите, как низ красиво убран светится, правда? Я прям маленький ребенок, восхищаюсь этим всем. Но мне реально это все интересно. Очень хочу передать вам атмосферу. Я прям кайфую. Ну вот мы же украинцы, типа, если что, мы не знаем ни языка, ни правил, да? Да, красиво убрано. Собор такой мне напоминает, как в Вене, правда? В центре Вены. Я не помню, как он называется. Штефана, по-моему, собор Святого Штефана. Я так не знаю, как называется. Ой, смотрите, как красиво. Мне кажется, это елка. Обалдеть! Класс, она так близко, мне даже не верится. Мы здесь. Не поверите, я действительно аж всплакнула. Так, хочу сразу предупредить, что если я накладу музыку, потому что здесь играет музыка, я уже слышу, то я уже кайфую. Смотрите, как здесь красиво. Мы туда и пройдем туда, или ты хочешь обратно? Ага. А, кстати, мама уже загуглила, говорит, там, чтобы елки пройти, надо брать какой-то талончик с номерком, и там как-то по очереди нас пропускают. А мы туда, там не пройдем, наверное, вот так надо идти. Так, нам нужно добраться до елки. Лего написано, топ за рок, Рокфеллер центр, туда, Christmas Tree. Елка, идем сюда, да? Вот собор. Идем в сторону Рокфеллер центра. У меня прям эмоция аж зашкаливает.
Полиция стоит, везде перекрыта. Не знаю, ли можно будет к ней слишком близко подойти. Ну, попробуем. Есть еще и каток, да. Как-то туда надо пробраться поближе. Вот эта елка. Идем вот так обойдем, да? Ну, А? Вот, я так понимаю, Рокфеллер-центр. Мы возле этой елки. Там внизу ледовая площадка. Люди катаются. А где же брать этот номерочек? Мама нам дома уже все узнала. Вот она. Я не могу нарадоваться. Я уже так замерзла, у меня уже аж печет рука от холода, но у меня столько эмоций, что я не могу успокоиться. Вот эта елка, которую мы всегда видели в фильмах, поэтому меня аж зашкаливает. И здесь, видите, все перекрыто, ближе туда не пускают. Ну, вроде как, если на каток, то нужно иметь с собой обувь для катка, тогда он вроде как запустится в зале. В общем, мы идем дальше, покажем вам, что здесь еще есть интересного и красивого, потому что его здесь много, и мне даже интересно вот эти все здания, вот это все. Ой, в общем, идем дальше. Не знаю, где мы отошли пару сотен метров от Рокфеллер-центра. И вот здесь вот так красиво сделали из новогодних игрушек декорации. Туда вот монетки бросают, я думаю, вам видно, они блестят. Вот так. В общем, мы остановились, потому что просто красиво, необычно. Мы такого, честно, не видели. Вот так красиво здесь деревья украшают. Вот по кругу вам так вот сниму. Вот эти все высотки, это еще типа невысокие здания. И еще выше у них есть. Вот такая вот декорация. Идем дальше. Да, здесь все так необычно. Отошли буквально, вот смотрите, видно вот эту, где я вам снимала игрушки новогодние. Идем дальше. А здесь вот такие новогодние игрушки. Конфетки. Можно туда, наверное, присесть, как на диванчике, и фоткаться. Я смотрю, люди так сейчас собираются фоткаться. Флаги. Очень много флагов их. А вот, смотрите, как классно. Они поставили камеру, наверное, смотри, и фоткаются. Как сильнейшая волна. Да. О, да, кстати, визуально, будто вот это все приподнято, как в 3D. Вы заметили? Вам тоже так видно? Хотя мы идем сейчас ровный асфальт. А будто оно на ступенечке. Да, для нас все необычно. Ну, я думаю, все, кто бы первый раз сюда, когда будете приезжать, для вас тоже это все будет необычно. Ой, холодно-то как. Ой, смотрите, дальше. Здесь нужно камеру не выключать. Я даже переживаю, что она у меня не села раньше, чем мы будем идти обратно, потому что дальше идем. Смотрите, здесь какие щелкунчики стоят. Или охранники. Возле какой-то трубы вот эта, которая дымит, да? Вот, смотрите, какие здесь солдатики. Где? Вот здесь тепло. Я сюда боюсь наступать, потому что здесь типа как канализация, мало ли. Вот это вот. Да ну. Ты серьезно, здесь тепло? О, здесь тепло. Мы нашли, где погреться. Здесь из-за этих щелей дует тепло, но я что-то боюсь здесь. Ой, как хорошо, как тепло. Как островок. Но здесь реально тепло, я сейчас стою, мне тепло. И вот здесь, получается, идет какой-то горячий воздух. Потому что очень холодно. Сумасшедшая, да? Так, идем дальше, погрелись. А правда, там реально было теплее. О, как хорошо. Вот, идем дальше. В общем, у меня рот не закрывается, потому что я не могу успокоиться. Ой, я будто в какой-то другой реальности, как телепортация, знаете? Даже не думаю, что это реальность. Но мы это сделали, мы сюда попали. Фух. Ой. Ну, холодно, конкретно холодно. Вроде смотрели по погоде здесь, как должно быть теплее скоро, но думаю, мы к тому времени уже поедем дальше, там, где теплее. Но здесь нужно посмотреть побольше, потому что интересно. Здесь камеру нужно не выключать. Мне даже интересно,
что здесь продают. Всякие бублики. Ну, понятно, бутербродики. Вот очередная красивая елка. Как-то в этом году мы смотрим дизайн вот так, наверное, модно. Вот так типа в кучку. Кучкой игрушки цеплять. Не просто по одному. Боже, как красиво. Смотрите, как красиво. Там типа на люстре висят шары. Надеюсь, вам видно. Ага. Смотрите, какое тонкое узкое здание. В самом верху кран подъемный. Здесь такой шар. Очень красиво. Декорации, украшения. Я прям наслаждаюсь. Ну как? Передается вам атмосферка. Слава богу, здесь так музыки много нету. Так что ничего накладывать не буду. Вот такая вот красивая елочка. И сейчас вам ближе подойду, сниму ее. Здесь хоть какое-то место есть доступное поближе к елке. Все такое одинаковое, кстати, тоже очень красиво, когда в одном стиле все. Или золото, или серебро, или красное, или белое. Вот такая вот красивая елка. Красиво же, правда? Не знаю, что это за здание, но очень красиво все украшено. Ой, идем дальше. Планируем пойти в Централ Парк. Посмотреть, что там, как там. И вроде как идем в ту сторону. Кстати, это написано 6-е авеню, а не 7-е. Может, нам нужно будет еще раз повернуть. Ну, пока идем по 6-му авеню. Смотрите, здание, сейчас машина проедет. Оно прям вот круглое, как идет, да, внизу. И игрушки там тоже красиво украшены. И вот такая вот высотка. Вот необычно, необычно. Прям там все показывает, полиция стоит, что-то. Стой, ну полиция стоит, а мы еще и красный свет. О, разрешили нам идти. Они даже не ругаются, когда их снимаешь. И еще мне понравилось, мы попросились к елке ближе подойти. Она говорит, нельзя, если вы не на каток. Она там 1000 раз, сейчас сниму, она 1000 раз извинилась, полицейская. А вчера я тоже шла, я испугалась, я не видела сразу. Вот смотрите, здесь лежит человек. Вот такая вот реальность, как-то жутковато, конечно, это все смотрится. Я вчера чуть не наступила на него, он тоже возле здания лежал. Я не ожидала вообще, что там кто-то лежит. Я в шоке была маленькая. Ну, идем дальше, показывать вам красоту. Да, здесь красиво, здесь богато. Тут же люди лежат прямо на асфальте. Вот такая она разная. Америка. Машины действительно в основном все такие большие. Хотя сейчас вам как раз показываю обычные. Вот здание, вот вам атмосфера. Вот, мы дошли к Централ Парку, если мы не ошибаемся, который мы смотрели в фильме «Сам дома». Вот и такой он Централ Парк. Я даже думаю, немножко мы зайдем в него. Не будем особо всего обходить. Да, давай зайдем. Посмотрим. Мне даже интересно, честно говоря, теперь еще раз 325 миллионный раз пересмотреть этот фильм. Так как мы уже здесь были. А вы знаете, когда где-то был, потом смотреть это еще 2 раза интересней. И говорит, вот мы здесь гуляли. Да. Гуляют здесь люди. Ну, здесь, наверное, красивее, конечно, летом, так как и везде, так как и у нас дома. Когда все зеленое, цветет и пахнет. Здесь какая-то речка, озеро замерзает. Ну, зима же все-таки. Вот такой Централ Парк. Не знаю, насколько он огромный, что-то мы не присмотрели. Мы вообще особо не готовились так. Все самое главное по документам узнавали. А так размеры. Мы далеко, глубоко, вглубь не будем заходить. Вдруг он сильно большой. А нам уже очень холодно, и мы хотим все успеть посмотреть. Воробушки летают. А где в фильме там были голуби? Мы не с той стороны зашли? Помнишь? Да? Ну все, мы выходим. Ну как и в любой стране, все-таки когда теплее, комфортнее гулять. Вот такие вот здесь высотки. Мы идем дальше. Смотрите, мы все идем, вот так повернули. В общем, неважно, направо или налево.
Смотрим, что этот Централ Парк, он реально очень большой. Но просто нам сейчас очень холодно к нему гулять. Еще раз вам это так покажу. Несколько раз предложили покататься на карете с лошадками. Но очень-очень холодно, поэтому вот так вам поверхностно. Так он выглядит. Нужно уже согреваться. Не знаю, может в Starbucks зайдем. Здесь очень много. По дороге мы видели Starbucks. Возьмем, может, кофе какой-то. Согреемся, попробуем. Вот так мы идем дальше. Вот такие здесь высокие дома. Кстати, небо чистое. Солнышко. Но здесь так много высоток, что мы пока еще не ощутили тепла солнышка. Идем дальше. Я прячу камеру, потому что очень просто замерзла. Ни в какие магазины еще не ходили, потому что я думаю, может купить какие-то варежки, а то у меня руки аж печет все. А здесь все такое красивое, интересное, и хочется все снимать. Ну, кстати, в маске теплее. Видите, какие здесь высотки. Я, может, уже где-то даже повторяюсь. Ну, что вижу, то и показываю. Да, солнышку сюда сложно попасть с такими высокими зданиями. Здесь название улиц прикольное. Авеню идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Только что шли по 58-й стрит. Теперь 56-я стрит. Здесь не заморачивались с названием улицы. Вот такие вот дома. Сверху звездочка. Пока гуляем. Ну, нужно где-то зайти, погреться. Вон, смотрю, Макдональдс есть. А с этой стороны... я думаю, это Starbucks, это свит какой-то там. Что-то тоже зеленое было. Здесь балконов особо не вижу. Стекло. Прямые. Вон уже что-то светится такое. Думаю, мы куда-то ближе к центру уже. Еще к какому-то центру. Куча экранов. Мигает все.